На горе стоит статуя. У статуи нету 10 тысяч подписчиков. Поэтому, если вам нравятся поезда и городской транспорт, а также люди, которые интересно обо всем этом рассказывают, то подписывайтесь на мой канал. У меня есть, например, вот такое. Больше двухдверных татар, богу двухдверных татар. И вот такое. Сегодня автобусы Икарус выходят на маршруты в последний раз. Или даже вот такое. Мы с вами влезем в сложную, бесполезную и неинтересную иерархию троллейбусов Московского троллейбусо-ремонтного завода. Все это канал-блог ЖД-фотографа, а я Игорь Абросимов. И сегодня я вновь показываю вам крутой российский город – Самару. Мы посмотрим, какие здесь ездят поезда и трамваи, а также покатаемся на удивительном метро, на троллейбусах и, возможно, на автобусах. Мои постоянные зрители знают, что сейчас будет крутой контент, поэтому, друзья, не забудьте нажать на соответствующие кнопки внизу под видео. А мы начинаем! Какая главная железнодорожность Самары? Может быть, железнодорожный музей? Нет. Наверное, может быть, тепловозы 2010 УТ депо Бузулук, которые приезжают сюда с Южноуральской железной дороги. Те самые вожделенные половинки, которые раньше снимали тут и там, и за ними гонялись все, кому было не лень. Нет. Может быть, перегон Жигулевское море-Жигулевск? Там есть плотина, по ней ходят электровозы. Нет, нет, нет и еще раз нет. Конечно же, это РДВК 1149 Грушинский экспресс. Это самая главная железнодорожность Самары в 2023 году. И иной быть не может. Эрка и точка. Эрка и точка. И, собственно, ради этого мы встали в несусветную рань, не выспались, прилетели на самолете в Самару, приехали на такси на вот этот вот замечательный перегон Царевщина-Курумыч, на железнодорожную линию Тольятти-Самара, и будем снимать ее здесь. Собственно, Грушинский экспресс назван в честь Валерия Грушина, известного барда и исполнителя авторской песни в Советском Союзе. Этот поезд был построен в 1978 году и почти всю жизнь проработал в Санкт-Петербурге. Также он успел покататься по Крымскому полуострову. В 2022 году поезд попал в депо Безымянка, которое находится в Самаре. А в 2023 его отправили в Петербург на ремонт. Его покрасили, тематически оформили, дали ему именное название, собственно, Грушинский экспресс, и отправили обратно в Самару, где он поездил сначала в рамках самого фестиваля, а после его решили эксплуатировать по выходным дням. Что такое Грушинский фестиваль? Что такое Грушинский фестиваль? Боже, это самый известный советский фестиваль бардовской или авторской песни, который проходит каждый год в Самарской области. Здорово, что сделали такой проект, да, что, можно сказать, старые рижские электрички дали вторую жизнь, и она сейчас радует собой как железнодорожных фанатов, так и обычных пассажиров, да, потому что сейчас на Куйбышевской железной дороге, да и почти вообще в России нигде нельзя прокатиться на Р2. Вот такая классная электричка ездит сейчас в Самаре. О, едет, что ли? Ну что, как тебе электричка? О да, наконец-то, я сделал это, я приехал в Самару и снял РДВК 1149, новый баян, который пока еще не баян. Это здорово, я сошел с ума, я дошел до такой степени, что я езжу в Самару снимать квадратную зеленую электричку, да, квадратную Р2, не круглую, ребят, квадратную. Это верх сумасшествия и фанатизма. Кроме Грушинского экспресса, интересных поездов в Самаре, на мой взгляд, в общем-то и нет. Железная дорога электрифицирована здесь постоянным током, так что в пригородном движении здесь можно встретить такие поезда, как «Ласточки», также ЭД-4М с озорными машинистами, грузовые поезда здесь ездят с современными электровозами 2С6, которые строятся там же, где и «Ласточки», на заводе «Уральские локомотивы», а также более старые электровозы ВЛ-10 и ВЛ-10У, которых постепенно становится все меньше. С пассажирскими поездами здесь можно встретить коломенские электровозы ЭП-2К, а также, если очень повезет,
ЧС-2Т. Несколько электровозов ЧС-2Т были переданы в Самару из Санкт-Петербурга в 2019 году. Кстати, если вы хотите посмотреть видосы, где просто едут поезда, и я не отпускаю дурацкие комментарии, можете пройти в плейлист «Просто поезда». Низкопольные поезда плачут по российским железным дорогам. Ну ладно, хватит с вас поездов, посмотрели на Гружинский экспресс. Скажите спасибо. А мы теперь отправляемся в Самару изучать город, кататься на трамваях и троллейбусах. Ну ладно, я шучу. Мы потом еще прокатимся в Гружинском экспрессе. А пока что полюбуйтесь чудесными пейзажами Самарской области. Трамвайная система Самары радует безопасными трамвайными остановками. Трамвайные пути здесь лежат в центре проезжей части, как и во многих других городах. Но здесь есть специальные островки безопасности, пешеходные переходы со светофорами. Так что из трамвая вы не будете выходить под колеса проезжающих мимо автомобилей. Покажите этот фрагмент мэру Тулы, чтобы он знал, где учиться делать трамвайную инфраструктуру. Самарский трамвай интересен тем, что здесь много вагонов, ездящих по системе многих единиц, то есть поездами по 2 вагона. И это есть далеко не в каждом городе России, доложу я вам. И мы сейчас приехали на Ташкентскую улицу, где ходят 24-й маршрут, 25-й, еще несколько других маршрутов, на которых можно встретить те самые системы многих единиц. Вот, например, система многих единиц из трамваев Т6Б5. Сходу могу назвать только один город, где еще есть поезда из Т6Б5 – Екатеринбург, обзор которого вы можете посмотреть вот по этой ссылочке. А еще это одно из немногих мест, где трамваи идут по солнцу со стороны дверей. Потому что какой смысл снимать двухдверную Татру не со стороны дверей? Так себе бульварчик. Почему? С озеленением здесь какая-то проблема, очевидно. Я не знаю, может быть, здесь никогда вообще не было, озеленения. Посмотри, вот это что, дерево? Ну, я о чем говорю, что как бы
садить молодые саженцы, и когда они разрастутся до нормальных размеров, это пройдет, наверное, лет так 15. Когда здесь действительно будет комфортно гулять. Когда ты будешь идти в тени деревьев, по аллее. А пока ты идешь по солнцепеку. О, вот на какие вещи ты теперь внимание обращаешь? С кем поведешься, от того и наберешься. Да, но только... Режим Ильи Варламова, Нет, господа. Нет, не режим Ильи Варламова, потому что я просто замечаю объективную вещь в данном случае, что действительно это выглядит как-то несуразно. Видно, что здесь не хватает деревьев, как минимум, да, что вспомни какой-нибудь любой бульвар, даже например в Уфе бульвар Ибрагимова, вспомни, там высокие деревья, ты идешь посередине. А здесь вроде бы как бы хорошая плиточка, лавочки, освещение, но вот эти вот палочки, от большевика больше денег в Московской области будет, чем от этих палочек. А пока мы ждем еще один трамвайный поезд, я хочу вам показать два крутых здания, которые лично мне очень понравились. Это две 16-этажки 1989 года по адресу улица Ташкентская, 137 и 139. Я не знаю, кто архитектор этих зданий, в каком стиле они построены, но мне очень нравится их скругление, а также расширение верхних этажей. К сожалению, понятия не имею, как на архитектурном языке это называется. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Трамваи поехали по Самаре в феврале 1915 года. Движение открывали вагоны производства Коломенского завода. На сегодняшний день в городе действует 24 трамвайных маршрута, и на которые выходят 444 трамвайных вагона. Протяженность трамвайных путей 168 километров в однопутном эквиваленте, как написано в Википедии. Также в городе действует 3 трамвайных депо. Самара – это город трамваев Татра, ведь именно они составляют здесь подавляющее большинство парка вагонов. Трамвай Татра здесь есть различных модификаций. Т3, Т3 двухдверная, Т6, Б5. Также есть трамвай Татра Т3Е, который, впрочем, не отличается от обычных Т3, и Татра Т3 РФ. Это та же самая Татра Т3, только у нее чуть более страшная, на мой взгляд, морда. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этой морде этого трамвая. Интересный факт. В 1973 году по Самаре на маршруте номер 20 впервые поехал трехвагонный поезд из трамваев Татра Т3. Но не одними Татрами живет трамвай Самары. Кроме них здесь есть вагоны Уралтрансмаша, которые производятся в Екатеринбурге, 71405. Также вагоны Усть-Катавского производства КТМ-23, КТМ-31. Еще один трамвай – этот БКМ. Такие же трамваи есть в Новосибирске. У этого трамвая есть низкопольная площадка посередине, а сам он высокопольный. Видео про Новосибирск вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Из вагонов, которых в Самаре больше нет, хотелось бы отметить, во-первых, Татра К2, сочиненные трамвайные вагоны Татра, а также в Самаре были вагоны КТМ-5. В 1970 году эти вагоны именно в Самаре были впервые в Советском Союзе сцеплены в поезд по системе многих единиц. Ну что, как тебе самарские трамваи? Это не тебе должно быть как-то. Я ездил сюда за зеленой электричкой, поэтому мне она все. В июне 2023 года мы с автобус-мастером съездили в Тулу. И примерно в это же время в Тулу попали новые трамвайные вагоны «Львята». Когда мы снимали видос, эти вагоны еще не возили пассажиров. Так вот и здесь, в Самаре, сложилась точно такая же ситуация. Сейчас 2 сентября, мы пишем новый видос, а в Самаре уже есть новые вагоны БКМ Т-811 минского производства. Правда, учитывая, с какой скоростью я монтирую свои видео, возможно, когда вы будете это смотреть, уже половина трамвайного парка Самара будет состоять из этих новых вагонов. Показать зрителям исторический центр Самары со старинными домиками? Я вас умоляю! Зачем этим заниматься, если есть улица Стара-Загора, названная так в честь города-побратима Самары, находящегося в Болгарии? Здесь есть интересная панельная застройка. Например, вот это здание с круглыми балкончиками. Правда, некоторые жильцы зачем-то свои балкончики заложили кирпичами. Но приехали мы сюда, конечно же, ради троллейбусов. Здесь курсирует маршрут номер 17, на котором работают интересные машины. Например, ЗИУ-682Г00 1993 года с аутентичными звуками, с гудящим компрессором и с мягкими диванчиками. О-о-о, просто потрясающий ЗИУ-682, прям эталонный. У него есть решеточка, эмблемка ЗИУ, и он такой красно-белый, классная краска, супер троллейбус.
А еще здесь есть троллейбус БТЗ-5276. Такие троллейбусы строились на Башкирском троллейбусном заводе с 2002 по 2007 год. Серия была немногочисленная. Всего лишь около 200 троллейбусов этой модели было построено. По моему первому впечатлению, троллейбусы и трамваи ходят по Самаре достаточно стабильно, но не всегда с удовлетворительными интервалами. А потому, если вы не хотите ждать, можете воспользоваться арендой самокатов. Здесь есть ВУШ, Яндекс и Юрент. А еще можете воспользоваться каршерингом Дели Мобиль. Вот вам промокод. Мы находимся на Новосадовой улице. Трамвайная линия здесь лежит отдельно от проезжей части автомобилей. И здесь курсирует целых 5 трамвайных маршрутов, многие из которых ездят на системах многих единиц. Наиболее интересен 5-й маршрут, на котором работают системы из КТМ-23. Сами по себе вагоны КТМ-23 это не редкость, их довольно много где есть в России, в том числе и в Москве. Но только в Самаре их сцепили в поезда. Вот мы и приехали сюда, чтобы сфотографировать данное явление. Правда, есть здесь с трамваями одна проблемка, и я думаю, вы со мной сейчас согласитесь. Вот смотрите, здесь оживленная трамвайная линия с кучей маршрутов, и даже рельсы лежат отдельно от проезжей части, так что вагоны, по идее, должны здесь просто летать. Тем не менее, они здесь ездят со скоростью велосипеда, а все потому, что рельсы здесь давным-давно не видели капитального ремонта. Усталость металла, трещины, повреждения шейки, выход из строя подошвы. И это только те замечания, которые я, непрофессионал, не могу увидеть невооруженным взглядом. Но я прекрасно могу разглядеть волнообразный износ, а также выкрашивание и сплющивание поверхности головки рельса. В сложившейся ситуации у меня возник вопрос, а не лучше ли, прежде чем строить новые станции метро, привести в порядок трамваи? Это быстрее, это дешевле, это удобнее. И таким образом, очень скоро в Самаре мог бы появиться магистральный транспорт, которым удобно пользоваться. Потому что то, что мы имеем сейчас, это, конечно, гораздо лучше, чем во многих других российских городах, но все же далеко от идеала. Прокатившись в 20-м трамвае, я могу сделать вывод, что я был неправ. Не все трамвайные пути в Самаре находятся в ужасном состоянии, как на Новосадовой улице. По маршруту было довольно много мест, где трамвай ехал быстро и гладко. Но все равно это не отменяет моего мнения о том, что капитальный ремонт здесь просто необходим. О, кстати, посмотрите на это крутое здание. Ну что, пацаны, понравились вам самарские трамваи? А теперь небольшая экскурсия по достопримечательностям Самары. Здание театра оперы и балета 1938 года. Крутецкое здание филармонии 1988 года, построенное по мотивам здания цирка 1907 года. О да, эти чудесные окна и эти чудесные деревянные двери с потрясающими дверными ручками в форме ракушек. Но даже на исторических улицах убрать ненужные провода под землю пока не получается. И я не имею в виду троллейбусные трамвайные провода, если что. Невероятно крутой и потрясающий Посольский костел 1906 года постройки. Правда, ему очень не хватает архитектурной подсветки. Кусочек исторического здания, к которому пристроили новодел. Хорошо, что хотя бы не налепили над ним громадный стеклянный торговый центр, как в Уфе. Ролик из Уфы вы можете посмотреть вот здесь. Самарский музей-усадьба Алексея Толстого. Очень крутое и очень ухоженное деревянное здание. Еще один крутой неопознанный двухэтажный жилой дом.
на котором вместо мемориальной таблички висит уведомление о расселении. Надеюсь, они не будут сносить это произведение архитектурного искусства. Моя оценка историческому центру Самары — 8 Выборгов из 10. Но здесь необходимо все-таки убрать куда-нибудь эти страшные провода и немножко, в принципе, тут все причесать, и тогда будет совсем идеально. Если вы вдруг будете в Самаре фотографировать трамваи, обязательно засуньте свой нос и в центр города тоже. Новый экологичный автобус. Я записываю это видео 3 сентября 2023 года. В этой вселенной все готовятся к выборам. Москва собирается выбирать мэра Москвы Сергея Собянина, а регионы — губернаторов. Давайте же посмотрим на агитацию самарских кандидатов. Говорю, поддержу правду делом. Сложно придумать более пустой предвыборный лозунг. И нет, господин Дмитрий Азаров, эта родина не ваша, а наша. Уберите от нее свои руки, быстро. И люди, кстати говоря, тоже не ваши. В конце концов, крепостное право в России уже давно отменили, если вы не в курсе. Сделай другой выбор. Выбери другую толстую, никому неизвестную наглую морду. Учитывая, с какой скоростью я монтирую свои видео, скорее всего, эти сентябрьские выборы давно уже украдены до нас. Но на носу наверняка выборы президента России. Поэтому обязательно берите себя и идите в марте на избирательные участки. Понятно, что это не выбор, а какая-то бюрократическая формальность, как сказал недавно Песков. Но хотя бы на избирательном участке вы можете высказать свою точку зрения на законных основаниях и не получить за это дубинкой по голове. Так что идите и опускайте свой голос в урну. А мы катаемся на трамвае УТМ-405. Самарцы, напишите в комментариях, что случилось с трамвайной линией, которая здесь уходит вправо. Лайфхак для Самары. Переименовать улицу Арцебушевскую в улицу Разрушевскую. И вот почему. А я сейчас буду фотографировать все трамваи. Эту фразу нужно было сказать еще на проспекте Ленина, но я так увлекся съемкой предвыборной агитации и фотографированием трамваев, что забыл это сделать. Правда, этим занятием можно продолжить заниматься и здесь, на Красноармейской улице, неподалеку от железнодорожного вокзала. А за моей спиной паровоз «Л», установленный в качестве памятника на стадионе «Локомотив». Еще вон там ездят троллейбусы, я видел. Нужно туда пойти и посмотреть, какие именно троллейбусы там ездят. Вдруг там ездит ЗИУ-682В00 или ПКТС, какой-то там «Адмирал», или СЗТМ-6284, или я не знаю, какой еще, какой-нибудь крутой троллейбус. Сейчас мы это с вами и узнаем. Потому что вчера я сфотографировал нормально всего один троллейбус, а нужно 206. Какой шикарный ЗИУ, какой он красивый, какой он выкрашенный, идеально чистый. Вау, класс, красавчик. Если есть в Самаре троллейбусный рай, то он определенно на улице Агибалова, потому что здесь троллейбусы ездят просто толпами. И это хороший повод рассказать вам историю самарского троллейбуса. Троллейбусы поехали по Самаре 6 ноября 1942 года. Движение открывали машины ЕТБ-2, которые строились в городе Ярославле. На сегодняшний день в городе действует 3 троллейбусных депо и 15 троллейбусных маршрутов, на которые выходит примерно 250 троллейбусов. Также постепенно 6 маршрутов в городе были закрыты. Один в Советском Союзе, один в 90-е, и 4 маршрута были закрыты в 2010-е годы. Подвижной состав троллейбусов Самара — это ЗИУ-682, БТЗ-5276, БКМ-321, ПКТС «Адмирал», новейший троллейбус, о котором я подробно рассказывал вот в этом видео про Саратов, Тролза «Мегаполис». Также в Самаре есть
Заткнитесь вы. Также в Самаре есть один троллейбус Тролза Оптима и один троллейбус МАЗ Этон. Троллейбус в кузове автобуса МАЗ-203, который сейчас, правда, не эксплуатируется. В Самаре довольно много старых троллейбусов. Тут вам и ЗИУ-682В из 80-х, и ЗИУ-682Г из 90-х. Но вы бы видели, в каком они хорошем состоянии. Например, вот этот троллейбус, он такой красный, такой свеженький, такой чистый, у него такие белые рожки. О да, детка. Кажется, я увлекся, но все равно убедитесь сами, что троллейбус в Самаре выглядит довольно презентабельно. Ставлю самарским троллейбусом 8 Санкт-Петербургов из 10. Вкусная точка, KFC, Бургер Кинг. Нет, Вилка-ложка. Вилка-ложка. Спонсор наших поездок в Новосибирск, в Екатеринбург и вот теперь в Самару. Ну ладно, я на самом деле шучу, никакие они нам не спонсоры. Но если вы работаете в Вилке-ложке, то я согласен получить от вас промокод на парочку бесплатных обедов за чудесную рекламную интеграцию в моем видео. Никто тебе из них никогда не напишет и не скажет: о, чувак, приезжай к нам, не знаю, там, в Новосибирск и прорекламируй нас. Точно так же, как у нас не планировалось снимать в первый день электричку. А сейчас мы протестируем этот троллейбус ЗИУ-682. У меня уже голова кругом идет от их модификации, поэтому просто назовем его Пазней ЗИУ-682. Пазней, потому что у него современная пластиковая маска лица. ЗИУ-682Г 016.02. Очень полезная цифра. Троллейбус 2005 года выпуска. В Самаре довольно много таких троллейбусов. Они, конечно, устарели и все такое прочее, но хотя бы находятся в довольно приличном состоянии. И обратите внимание, что и ездят довольно быстро. Мы с автобус-мастером приехали на проспект Кирова, чтобы сфотографировать на 12-м маршруте троллейбус ЗИУ-682В, какой-то там 80-х годов выпуска. Крутой старый троллейбус. Правда, не факт, что он сегодня работает. Посмотрим же в бас-тайме. Администрация Самары, это что за ерунда? Как мне фотографируют ЗИУ-682В00? Ну, по-братски, разблокируйте приложение. Ну, что это за безобразие такое? Обмазавшись различными троллейбусами, среди которых был в том числе БКМ-321 в окраске, как будто бы его отдали из Минска, а также ЗИУ-682Г 016.03 с мордой от старого ЗИУ-682,
в общем, странный, но при этом интересный троллейбус, отправляемся смотреть самарский метрополитен. И впереди у нас станция метро Кировская, которую нужно было назвать гаражная, рыночная, стояночная или я не знаю как. Потому что дорога сюда идет через вот такие вот дебри. Ну ладно, я шучу. На самом деле станция появилась здесь гораздо раньше, чем вот это вот все. Станция Кировская напоминает мне московскую станцию ВДНХ годов так 90-х. Когда ты выходишь со станции ВДНХ и сразу же попадаешь в мир бэушных мобильных телефонов и прочей дребедени, которые окружают тебя вплоть до самой, собственно говоря, выставки ВДНХ. То же самое и здесь. В самарском метро проезд можно оплатить как транспортной картой, так и жетоном. Я выберу жетон. Нет. Спасибо. От души, брат. Агитационный номерной напоминает вам, что скоро выборы. Не забудьте сходить и бросить свой голос в урну, желательно в последний из дней голосования. А еще в этом номерном крутой зеленый пластик. Самарский метрополитен заработал 26 декабря 1987 года. Он представляет собой одну линию протяженностью 12,6 километра, на которой есть 10 действующих и одна строящаяся станция. А интервалы в самарском метро такие огромные, что интервальным часам даже не хватает знаков на табло. Подвижной состав самарского метрополитена – это, угадайте, с 3 раз. Номерные, конечно же. Здесь они есть в различных модификациях, но в основном это номерные с мордой 222. То есть 2 фары по бокам и 2 фары сверху, как на этом поезде. Некоторые вагоны здесь старые, а некоторые проходят модернизацию. Например, вот этот. В ходе модернизации вагоны получают новую, потрясающе красивую окраску. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Советская. Среди станций самарского метро есть как типовые, сороконожки односвода, так и станции, сделанные по более интересным проектам. Например, Московская с огромными арками, а также весьма интересна станция Российская, где платформа расположена по бокам от путей. Но лично мне больше всех понравилась станция Гагаринская, которая, по сути, представляет собой улучшенную сороконожку. Посмотрите, как здесь сделаны колонны. Они напоминают космические ракеты. Как написано на этой табличке, архитектурное художественное оформление станции перекликается с ее названием. Ведущая тема – космос. Путевые стены выложены керамической плиткой различных оттенков синего цвета, образующей панно на космическую тематику. Рисунок на стене создает впечатление панорамы космоса из иллюминатора космического корабля. По проекту развития метрополитена станция станет пересадочной на линию, ведущую в район Самарское Заречье. На станции построен тупик для оборота и отстоя поездов. Как же мне нравятся эти классные круглые светильники. А это, скорее всего, задел на будущую пересадку. Также весьма интересна станция Победа, в отделке которой применяется блестящая сталь, а также крутые люстры, и станция Юнгородок, единственная станция, находящаяся на поверхности, расположена рядом с электродепо. На этой станции довольно необычно видеть тупиковые призмы в конце платформ.
Вот такое в Самаре необычное метро. И они строят новые станции. Хотя мне кажется, что неплохо бы сначала все-таки заняться более простыми видами транспорта, такими как трамвай. Но тем не менее, метрополитену Самары, как собственно трамваю, я желаю дальнейшего, быстрого и успешного развития. Мой лайк улетает самарскому метрополитену. Трамвайная линия около станции метро Юнгородок – кандидат номер 2 в капитальные ремонты после трамвайной линии на Ново-Садовой улице. Огромная трамвайная конечная рядом со станцией метро Юнгородок – это отличное место, чтобы спрятать призовую карточку. Кто найдет эту карточку, получит кружку с изображением «Я пока не придумал чего». Но выглядеть она будет вот так. На оборотной стороне карточки вы увидите инструкцию, как получить приз. О, идеально, расплющенная крестовина прекрасно подойдет для моей призовой карточки. Вот и все. Надеюсь, что эту крестовину случайно не заменить на новую, до того, как вы найдете мою карточку. Но в принципе, если вы прочитаете правила получения приза, карточку вам находить и не обязательно. Гораздо важнее снять видео о том, как вы пытаетесь ее найти. И чтобы это видео было довольно забавным. А уже по итогам того, какое видео мне больше всех понравится, я и буду выбирать, кто получит приз. Удачи вам, господа самарцы! Самарский трамвай оставил у меня положительное впечатление. Во-первых, здесь много трамвайных поездов, что говорит о популярности трамвая среди горожан. Во-вторых, здесь много обособленных трамвайных линий, много интересных развязок, много маршрутов и, конечно же, много интересных трамвайных вагонов, среди которых в том числе те самые прекрасные кругленькие Татры. Правда, если честно, мне в Татрах Т3 ездить не очень нравится, потому что я слишком высокий, и когда я еду в них стоя, я ничего не вижу, что происходит за окошком. Но вот Т6-Б5, как по мне, так трамвай гораздо более крутой. Конечно, есть у самарского трамвая и проблема в виде раздолбанных в некоторых местах путей, а также неухоженных некоторых вагонов. Но эти проблемы можно довольно быстро и дешево решить. Было бы желание у тех, кто ответственен за самарский трамвай. Мне ни разу не приходилось долго ждать трамвая, ни разу не приходилось далеко идти до ближайшей трамвайной остановки. По моим впечатлениям, сеть здесь вообще охватывает довольно значительную часть города. Не говоря уже о том, что благодаря большим расстояниям между остановками трамваи могут довольно прилично разгоняться, за исключением тех самых раздолбанных мест. Так что моя оценка самарскому трамваю 9 Санкт-Петербургов из 10. Именно Санкт-Петербургами я меряю трамвайную систему, потому что, на мой взгляд, лучшая в России трамвайная система находится именно в Петербурге. А какую оценку самарскому трамваю дадите вы? Пишите ваше мнение в комментариях. Да, и, кстати, я приношу извинения водителям, которые не любят фоткаться и которых мы смущали, когда фоткали трамваи. Надеюсь, я вас не сильно обидел. Еще немножко необычной архитектуры около станции метро Юнгородок. К сожалению, понятия не имею, ни какой это стиль, ни какой это год постройки. Но мне кажется, что эти здания выглядят довольно необычно со своим архитектурным стилем. Например, вот эти вот откосы смотрятся довольно необычно, вот эти вот крошечные окошки, видимо, лестничной площадки, а также вон то наклонное окошко, напоминающее тепловоз ДВТ-116. К сожалению, ничего больше об этих зданиях я сказать не могу, просто комментирую то, что вижу. Если вам что-то известно, напишите в комментариях. Эти дома настолько круты, что я даже не буду делать в них инспекцию случайного двора, чтобы не разочароваться случайно. Ну что, как тебе автобусы? Что я могу сказать об автобусах Самары? В первую очередь, что здесь нет ничего редкого и интересного. Вот абсолютно ничего. Так как здесь нет государственного перевозчика, что тоже очень удивительно. Все автобусы здесь приезжают частным компаниям. Самый, наверное, условно интересный автобус, да, или старый, можно считать, это ЛЯЗ 5293.70 на газу. Остальные же автобусы это МАЗ-203, МАЗ-206, ПАЗ-Вектор, господи, ПАЗ-3205. Газель Next и вот прочая всякая вот эта вот ерундистика, которая, как по мне, сильно неинтересна. Ну ладно, МАЗы это автобусы интересные, но будучи новыми, особенно 200-я серия или 300-я, меня сильно как-то не волнует. Относительно каких-то впечатлений об этих автобусах я сказать ничего не могу, потому что, как я уже сказал, я ничего интересного для себя здесь не нашел и значения им не придавал. Плюс ко всему, мы на автобусах-то не ездили по городу, поэтому, сказать, относительно их технического состояния, да, я ничего кроме как по внешнему виду не могу. Внешне выглядят они все достаточно симпатично, кроме, может быть, ЛЯЗов, потому что те явно уже, конечно, старенькие. Как тебе подземный переход? Без комментариев.
крутой, смотри, какой здесь стрит-арт классный ходил на телефоне. Если же говорить о какой-то, если точнее оценивать автобусы Самары, то это 5 лязов 52-56 из 10. То бишь, на самом деле, ну, не очень интересно. А теперь, друзья, мое мнение по поводу самарских троллейбусов. Троллейбусиков, любименьких моих. Конечно, в Самаре есть новые троллейбусы, адмиралы, а также относительно современные мегаполисы и БКМ-321. Но большинство троллейбусов Самары это все-таки старенькие ЗИУ-682. Однако не спешите с выводом, ведь здесь главное не возраст, а содержание. И как вы могли видеть, большинство троллейбусов, которые я видел сегодня, содержатся в отличном состоянии. Поэтому вы можете с легкостью сесть в один из таких троллейбусов и тут же окунуться в эту атмосферу 90-х годов. Вспомнить свое детство, молодость или юность, нужно подчеркнуть. Не говоря уже о том, что по Самаре на троллейбусах ездить достаточно удобно. Они быстрые, и у них достаточно разветвленная сеть. А вместе с трамваями они образуют довольно-таки адекватную транспортную систему. Поэтому и троллейбусам, и трамваям Самара я ставлю, пожалуй, 8 Санкт-Петербургов из 10. Если бы здесь было побольше нового подвижного состава, поставил бы больше баллов. А в целом система просто прекрасная, на мой личный взгляд. Если вы со мной не согласны, то комментарии открыты для вашей точки зрения. Поскольку электричка в самарский аэропорт Курумоч так и не была запущена, мы решили сэкономить и приехали на Делимобиле. Стоимость проезда 560 рублей. Поскольку у меня нет с ними рекламного контракта, вы можете взять мой промокод. Активируйте его, и я получу бонусные баллы. И вы их тоже, конечно же, получите. Самара занимает в моем личном рейтинге городов 4-е место после Екатеринбурга. Почему после Екатеринбурга? Только лишь потому, что в Самаре нет интересных автобусов. В Екатеринбурге, я напоминаю, есть старые Мерседесы, ГАЛАЗы, а в Самаре только новые МАЗы. Они, конечно, хороши для пассажиров, но с точки зрения пофоткать и посмотреть на что-нибудь старинное, они мне не интересны. А эта картинка называется «Зона позитивного досмотра». А с вами был Игорь Абросимов и канал Блог ЖД Фотографа. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и смотрите другой контент на моем канале. До новых встреч!